третья серия по игре. Ой, This is Police. Начнем с этой серии. Прям акцентировать внимание на $500 000, которые мне нужно собрать. И купить себе домик и уехать в закат. Ну что ж, всем приятного просмотра, ребят. Ссылочки все интересные есть внизу в описании. Стримлю на ВАЗде, заходите. ВАЗ ТВ, Hardplay, думаю, найдете без проблем. Кому проще, ссылка внизу в описании. Для всех, у кого не работает, еще что-то, какая-то хрень. Ребят, VPN никто не отменял, так что буду рад всех видеть на наших развлекательных стримах и немного вам поднять настроение. Приятного просмотра. Поехали. Опа. Врум-врум. А что, даже никто домой не хочет отпрашиваться? И дед даже не хочет. В Джаггороде открыли новый пивной бар, его владелец пообещал бесплатно наливать всем копам и пожарным. Хорошо. Так, молодой пришел, все хорошо. Вот это важное было повышение. Рыжая наконец-то с 25-го раза сдала. Ну и долю мы, естественно, между подчиненными разделим. Запросы новых слотов. Одну секундочку. Все, больше никого не отправляем. В принципе, у меня все офицеры, все хорошо, все замечательно. Что? Угроза самовыпила. Учитель химии сообщил, что выпускник стоит на краю крыши школы. Процесс. Прокатите себя по-братски, пожалуйста. Спасибо. Интересно. Ну, это смена Перси. Здесь, ребят, переживать не за что. Поступил новый Настоящие полицейские всегда на месте. О, вооруженное ограбление. Добрый вечер. Во время выставки анималистической живописи в галерее ворвались вооруженные люди в масках. О, вальнули. Тут будет серьезное. Тем более рядом с мэрией, рядом с небоскребами. Центр города. Задание выполнено. По расследованиям сейчас ждем отчета. Так, самовыпил не удался. Все целы, все живы. Кстати, приятного всем, ребят, вкусного. Кофе у меня вкусный. Вы сейчас что, кушаете? Может быть, что-то пьете? Напишите в комментариях, очень интересно. Подо что вы меня точите? Под капусту, наверное, с морковкой. Что? Ограбление сработали. Тревожная кнопка в магазине электроники. На звонки в магазине никто не отвечает. Рабочий день в самом разгаре. Опасно. Давайте отправим. Поступил новый вызов. Так, все, митинг на скотобойне. Ребят, давайте там выполнено. сами. Вот это очень хорошо, то, что все невредимы и все живы, все здоровы. Вот это было очень важно. Кстати, они успеют вернуться как раз к скотобойне. Тут вообще вся смена просто. Вот это было важно. Там могло очень много народу отлететь. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Так, витрина магазина разбита. Внутри двое крупных мужчин с пистолетами. Один обчищает кассу, другой несет телевизор. На полу скорчились покупатели. Вы окружены. Грабитель замечает полицию. Мужчина с телевизором бежит к своему пикапу. Другой... Задание выполнено. Как в голливудских фильмах. Заложник пригибается, я... Сюда, просто сюда. Сюда. Митинг. Сейчас я вам помитингую. Чего? Мясо — это убийство. Ща, пацаны. Сейчас Перси приедет, вам чучу намандрючит. Доиграетесь. Удачного стрима. Спасибо огромное. Спасибо, стилеточка. Доброй ночи. Добрый. Офисное здание. Производство запрещенных препаратов. Лиза спешила на прием к частному стоматологу и случайно зашла не в тот кабинет. Внутри я увидела людей в белых халатах и масках, колбы, какую-то очень подозрительную технику, порошки ярких цветов. Скорее всего, фейк. А если не фейк? А если фейк? А если не фейк? Ну, давайте. Спецназ у меня, в принципе, бесконечный. Давайте вот так вот сделаем, ну чисто проверим. Если что, на подмогу еще пришлем. Тут такое.
Типа хз. Скорее всего, какая-нибудь лаборатория, где... Хотя... Ну, не знаю, спорно, спорно. Задание выполнено. Миссия чего? От бога, центр... До свидания. Так, здесь всех накуканили. Это который 75 долларов мне дал. Стрельба, центр города. Патруль пытался остановить черный джип за превышение скорости. В ответ получил очередь из автомата. Задание выполнено. Кабинет фармацевтической компании. Сейчас мы со спецназиком доедем. Сейчас, мои хорошие. Сейчас мы постреляем в центре города. С джипчиков. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас. Сейчас мы все постреляем. Подозрительный. Даже не поеду. Фейк стопроцентный. А когда на подозрительного, ну, выглянула в окно, увидела странного высокого мужчину, раскинувшись руки, мне кажется, он совершает какой-то, ну, понятно, ну, я говорю, очередные эти. Те самые. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Полицейская машина догоняет джип, из окна высовывается темнокожий. Ну, какой же еще действительно подросток-то? По колесам стрелять. Сворачивает переулок, не справляется с управлением, переворачиваться. С поднятыми руками вышел. Мелкий пиздюк. Сюда. Задание выполнено. Я тебе, блядь, Вызов. что, угла дает, по городу катается. Ага. Не, пацаны, так не работает. Так, исчезновение. Кадры, 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 кадры. Все, попытку угона можно раскрывать. Вандализм. Так, тормозим. Расследование. Наверное, вот это, да. Сейчас будет очень сложно. Ну что ж, кто-то стоит за деревом, потом кто-то этот же убегает. Что здесь есть? Бомж. Первый. Сейчас будет самая длинная... Короче, самую сложную мы сейчас цепочку событий развернем. Бомж. Я видел мутного шкета в капюшоне. Капюшон, который крутился в подворотне возле магазина. Потом я отвлекся, и его уже нигде не было. Я услышал только какой-то грохот и шипение. Будто машины толкнулись друг с другом. Шкет в капюшоне. Допустим. Жертва угона. Я вышла из тачки возле магазина Фур-Фур. Или Фар-Фар. Из подворотни выскочил пацан в капюшоне, сорвал с меня сумку с плеча и смылся. Я побежала в телефонную будку, потом вызвала копов, а этот гаденыш, видимо, схоронился где-то рядом и уже открывал мою тачку. То есть, короче, обворовали, угнали. Далеко он не уехал. На первом же повороте впилился в пожарный кран и сбежал, как трусливая шавка. Надо, тачка застрахована, кто вернет мне мою любимую белоснежную. Белоснежную. Это сразу отпадает. Белоснежная сумочка. Раз, два. Это отпадает. Это отпадает. Сумка желтая. Белоснежная. Сумка. Камера на перекрестке показала, как кабриолет врезался, не пишется, какого цвета был кабриолет, врезался в пожарный гидрант. И оттуда фонтаном рванула вода. Пожарный гидрант, кабриолет. Это нет. Кабриолет врезался в пожарный гидрант. Исходя из того, что у нас есть только одна тачка, которая врезалась в гидрант, значит, что? Правильно. Ну, может быть, хотя они вот это хотели показать. Ну, вообще вот это кабриолет. Типа, просто крыша. Но, возможно... Тут, понимаете, тут как бы два. Спорно. Спорно. Ну да ладно, из машины выскочила худая фигура в капюшоне, побежала по улице. Вот он побежал по улице. Так, я понял, белая сумка. Вот это точно да. Пожарный гидрант. На пожарном гидранте обнаружили следы желтой краски. Все понятно.
Желтая краска. Я спокойно шел по улице, прохожий, когда в меня влетел какой-то парень в капюшоне, весь мокрый, как после кораблекрушения, чуть ребра мне не сломал. Значит так. Исходя из того, что есть только одна тачка, которая врезалась. Пожарный гидрант, только одна. Начинаем слушать. Выскочил пацан в капюшоне. Пацан в капюшоне выскочил. Сорвал с меня сумку с плеча. Вышла из тачки из магазина. Шкет стоит, шкурит. Вышла из тачки. Сорвал с нее сумку. Побежал. Она пошла звонить. Чмошник что сделал? Правильно, далеко он не уехал. Открывал мою тачку. Открывал мою тачку. Далеко он не уехал. На первом же повороте вывелся пожарный гидрант. Сбежал. Он ей не угрожал. Она никуда не бежала. Это точно нет. Это вообще не понимаю, к чему. А. Как он туда проникал? Открыл дверь. Ключа у него не было. Ключи. Сумку. Он упер сумку. Блять, могли быть в сумке ключи. Открывал мою тачку. Открывал. Такое ощущение, что чего-то не хватает. Чего-то не хватает, какой-то детали. И вот это вот вопрос. Две разные картинки. А что, если она ехала на кабриолете? А что, если она ехала на кабриолете? Крыша-то закрывается у кабриолета? Мне кажется, перемудрил. Синяя кофта. Она же побежала сюда. Он хватает. Вроде выскочил пацан в капюшоне. Он ей не угрожал. Я тоже думаю, ключи, наверное, в сумке были, да. Вышла из тачки. Сорвал сумку. Побежал. Она побежала. Это ни хера не телефонная будка.
Грохот и шипение. Грохот и шипение, это понятно. На скеле. Лоха крутим. Вот это было сильно. Вандализм. Пожилой охранник сообщил, что запил в галерее парня, который разбил молотком одну из статуй. Я думаю, вы здесь разберетесь, ребят. Старшая школа. Это по-любому был школьник. С адмиралом Перси вы все там вырулите. Хорош, хорош. Сильно было так. Сильно, Задание сильно. выполнено. Так. Четенько. Ну что, успеем мы его? Если мы еще его повяжем под конец смены, это будет просто вообще... Сейчас скажет не там, смотри, чекай. Окей, повяжем в другую смену. Так, а дед у меня устал. 96-й день, 18 октября. Напруга продолжается. Все счастливы, все довольны, все молодцы. Пекарня закрыта на дезинфекцию. Очень важная информация, очень важная информация. А дед опять устал. Дед, иди отдыхай, в принципе, он, я вообще не знаю для чего он, ну ладно, окей, типа... Да я думаю, что если я вот так вот отправлю, мы сейчас его задержим. Да. Я уверен, сейчас задержим. Поступил новый вызов. Моя девочка растет. Молодец. Плюс еще один на косарь. Слот для офицера. От души. Слушайте, ну если я бородача не возьму, я потом об этом думать буду всю ночь. Бородача надо обязательно брать в смену Б. Борода вообще жесткий, он как этот, знаешь, это я есть закон, блядь. А в какую смену, да, тут в принципе без разницы. Похер в какую. Прибавочка. Долю пилим, все пилим. Так, одну секундочку. Во-первых... Во-первых, заместитель. Ну-ка, сейчас, секунду. У нас все, у всех все хорошо. Все же счастливы, да, все довольны. Пипец, тут смена вообще все почти на 2 звезды. Массовый беспорядок. Департамент жилища Фрибурга выселяет из домов 1660 пенсионеров-строителей, которые больше 10 лет назад получили жилье. Официально в этом доме никто не живет. Давай упоримся прям. Поступил новый вызов. Рядом с мэрией, я думаю, они сейчас быстро все разрулят. Алло, полиция, я выносила мусор и услышала, как в баке возле моего дома что-то тикает. Фейк будет. Ой-ой-ой. А в школе сейчас будет все грустно. Преступник скрылся. Ну и... Вот так вот, без следака один раз поехал. Так, массовые беспорядки. Перед домом собралась огромная толпа пожилых людей, которые что-то кричат. Задание выполнено. Попробуйте успокоить толпу. Ну, конечно, это пожилые люди. Просто спокойненько все в автозаке прыгнули и спокойненько все поехали. Так, вот это мы не успеем взять. Не успеем. 3, 2, 1. Ой, то-то-то-то-то-то-то-то-то. Нападение с применением огнестрела. Во время урока английской литературы в класс бежала дикая собака и начала бросаться на учеников. Прибывший сотрудник Центра по контролю бездомных животных вел себя очень вызывающе, желая впечатлить детей. Да... Все, дальше можешь даже не продолжать. Желая
впечатлить детей. Задание выполнено. Поступил Это новый очень вызов. хорошо. Ребят, те, кто пишут в личку, ну, прекращайте, ну, не на стриме же, пацаны. Не надо. Угроза. Ничего нового. Жестокое обращение с животными, а от животных нельзя обижать. Правозащитница Бетти Медина сообщила, что в питомнике для бездомных животных работает многочисленная группа садистов, которые издеваются над зверьками, калечат их и даже убивают. Ну, давай парочка пусть съездит, но я думаю, что, может быть, она сейчас будет очередной фейк. Ну, давайте, ладно. Животных нельзя обижать. Ай-яй-яй. Поступил новый вызов. Я думаю, Офицеры фейк. ждут дальнейших распоряжений. Так, нападение с применением огнестрела. В подвале в темноте виден силуэт мужчины, который сидит, обхватив колени, громко хныкает. Отшвырните нам пистолет. Подозреваемый вытирает слезы, резко вскакивает и кричит, что не собирается в тюрьму. Задание выполнено. Шокер работает как часы просто. Массовые беспорядки. Опять стадион, что ли? Звезда сериалов Мануэль Требонько выходил из салона красоты. Его заметили поклонницы, возбудились до такой степени, что начали рвать на нем одежду. Лучше бы они на себе бы начали рвать одежду. Даже не знаю, что здесь еще сказать. Без автозака, правда, но ничего страшного, я думаю. Сейчас там 2 по косарю должны вырулить. Если бы они бы вот на себе начали рвать одежду, вот это я понимаю. Вот это да. Вот кто со мной солидарен, подписка на канал. Да. Так, что тут? Поступило анонимное сообщение, что по окружной дороге едет фура с замороженным мясом и везет. Фуру сопровождают вооруженные люди. Вот это вот вопрос. Опа! А с животными-то фейком не было. Ну-ка, успеют ли вернуться? Вот здесь вот по-серьезки что-то будет. Задание выполнено. Так. Неудобно как-то вышло. Так, не успели вернуться, ничего страшного, раз. Так, вот здесь вот будет по-тяжелому что-то. Поступил новый вызов. Не думаю, что фейк. Попытка ограбления буддийского храма. Несколько вооруженных мужчин бежали в храм и начали пилить золотую статую Будды. Ребят, я бы с радостью, но у меня вот здесь вот прям вот очень серьезная вещь. Я думаю, что вот это не фейк будет. Я могу, конечно, вот так вот сделать. 2 по косарю. Прям упороться как следует, но без спецназа. Поступил новый вызов. Так, все, тормозите. Падение диких животных, сами отстреляйтесь. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Да, оказалось не фейк. Полицейская машина поравнялась с фурой, но та не останавливается. В хвосте фуры едет джип, по которому видны мужчины с автоматами. Остановитесь. Задание выполнено. Спецназ отработал. Да, оказался не фейк. Кстати, скорее всего, успеет Ой. Брат, извини, пожалуйста, но... Поступил новый вызов. У меня тут, блядь, не смена, а музыкальная шкатулка. Я бы с превеликой, конечно, радостью, но здесь что-то прям... Веселятся ребята под конец Поступил смены. новый вызов. Нету. Ну тут Габелла. Спасибо за рейд. Падение диких животных. Позвонил мужчина на грани истерики. Скорее на мой дом напали вороны. Все, я понял. Подозреваю подозрительный индивидуум. Блин, пал у меня Сога, зараза, только выучился, а. Был такой молодой. Не стал как братом. Поступил новый вызов. Я до последнего, Не, ну что сделать, ребят? Ну а как? Ну вот кого мне надо было отправлять? Никого. На въезде в город жалко чувака. На самом деле, 2 звезды он только-только получил. На въезд в город автомобиль подрезал фургон, который перевернулся, вылетел с дороги. Из кузова стали выводить десяток иностранцев. Вы что там
устроили-то? Отставить ограбление. Слушай, здесь не расследование, здесь просто это атас какой-то. Смены вообще лютые. Блин, не дай бог сейчас еще одного минусанут под конец смены. Вот это будет очень грустно. Очень грустно. Задание выполнено. Крысючка, У нас зараза. внештатная ситуация. Возле перевернутого фургона стоит легковая машина, небольшой грузовик, куда трое вооруженных людей грузят последних нелегалов. Выйти и взять преступников на прицел. Увидев полицию, подозреваемые выстрелили несколько раз, затем сели в фургон и стали уезжать. По крышке Задание прострелись. выполнено. На! Куда ты? Тут два по косаря. Куда ты собрался там уезжать? Ты что, роднуля? Там два по кэсу. Задание выполнено. Все сюда, ребятушки. Пресс F. 97-й день. Говорящий попугай напугал работника морга. Забыл дома рыбок покормить, это очень хорошо. Жена, да, умер сосед. Всем сидеть и работать. Так, нужно бабло фармить. Хорошо. На пятихаточку как раз чувак пришел. Поступил себе. новый вызов. А что такое? Что такое? А, то, что у меня минусанули копа, да, одного. Смену Б. Ничего страшного, будем взращивать. Так, что у нас по расследованиям? Ну-ка. Давайте-ка, ребят, посерьезнее займемся. Поступил новый вызов. Что тут? Угроза взрыва. В торговый центр пришла женщина, обвешанная... Сука. Начинается смена, ёпта. Мошенничество. Смена просто сразу с разрывной начинается. Просто только не успели зайти, уже... Вот просто утро с 8 до 9 утра. Сразу разрывная, сразу этот. Поступил новый вызов. Что вообще, что, блядь, происходит? Ограбление. Алкоголик выиграл в лотерею 45 тысяч долларов, возвращался с призом домой, похвастался новостью перед своими собутыльниками. Избили, отняли деньги. Ну, вот разве так можно? Вот что за быдло, а? Задание выполнено. У нас внештатная ситуация. Подозреваемый сидит на коленях, не замечая ничего вокруг и молится. Задание выполнено. Вот во время вот таких вот операций может просто вся смена. Она реально оказалась разрывной. Может просто вся смена улететь в космос. Поступил новый вызов. Ошалели, что ли? 3 подростка Бадовы случайно прокинули стеллаж с дорогими коньяками. Продавец хотел их задержать, но молодые люди его сильно избили. Вылетаем. Чего? Официантка пытается отравить ядовитой жижей. Это лажа стопроцентная. Лажа стопроцентная. Это, скорее всего, типа... Я не думаю, что официантка прям будет их Задание травить. выполнено. Плохо. Что? Мистер Бойд, у меня серьезная проблема. В мой небоскреб нагрянула пожарная служба с внезапной проверкой, эвакуировала людей из здания по причине грубейших нарушений техники безопасности. Раньше у меня все было на мазе, но теперь нам главный инспектор. Ну, давай.
Но он баблишко отслюнявит очень бодро. Но тогда придется где-то подзакрыть глазки на какие-то вещи. Сорямбо, пацаны. Надо бабло на пенсию У копить. нас нештатная ситуация. Подворотни, в которых последний раз видели нарушителей, стоит шарашащая пара бездомных. Полицейский замечает вдалеке несколько подростков, которые подходят по описанию. На подозреваемых подростки тоже видят. Полицейский бросает бутылку коньяка в их сторону. Задание выполнено. Конечно, выстрелить в воздух. Всем стоять. Задание выполнено. Задание выполнено. Как, конечно же, не понравился цвет кофе. 8000 долларов. Мошенничество, преступник убежал. Бывает. Поступил новый вызов. Нападение с применением холодного. Во время любительского чемпионата по карточной игре один из игроков, которым был на грани поражения, выхватил... Все, я понял. Поехали, ребята. Сильно. Угроза здоровью. Один из рабочих со стройки сообщил, что его коллега пришел на работу пьяным и полез управлять краном. Съездите-ка, разберитесь, что там. А то сейчас в центре города кран, если завалится. Здесь уже с Эндом лучше не отказывать, а то я им что-то в последнее время много отказываю, так совпадает. Поступил новый вызов. Угроза здоровью. Покупательница зоомагазина пожаловалась на неадекватного покупателя. Рептилии должны быть все. И дальше можешь не продолжать. Свободу Анжели У нас Дэвидс. нештатная ситуация. Пьяный оператор крана чуть не задавил плитами своих коллег. Задание выполнено. Задание выполнено. Всех поймали, всех ловим. Вообще просто как часы смена работает. Девочка моя растет. Задание выполнено. Просто идеально. Кстати, девочку, знаете что? Отправим-ка мы девочку на переобучение. Хотя я не хотел никого отправлять, но ее я забущу прям. Уж Задание больно она выполнено. мне понравилась. Идеально, ребята, работаем. Просто все подряд раскрывается. Просто Поступил как новый часы. вызов. Массовая драка. Женщина сообщила о драке. В парке дерутся какие-то китайцы прямо на траве. Скорее всего... Я понял, это скорее всего йогой кто-нибудь занимается или еще чем-нибудь таким. Я сейчас даже не поеду туда. Сказки дедушки Ау. Поступил Вот я орну, новый если вызов. здесь реально китайцы дрались. Задание выполнено. Я же говорю, фейк. Проезжая по дороге, дальнобойщик заметил, как взъерошенный мужчина в окровавленной рубашке тащил в лес... Все, дальше можешь не продолжать. Ребятушки уже выехали. Все, тут даже, знаете, здесь даже какие-то вопросы, в принципе, излишни. Все хорошо. Поступил новый вызов. Перестрелка, все понятно. Ветеран войны поругался с соседом из-за того, что тот оставляет мусор на подъезд. Это все понятно. Развязалась драка. Выхватил пистолет, открыл огонь, ранил соседа в бедро. Все, ребята, уже выезжаем вместе со спецназом причем. Тут вообще без всяких вопросов, в принципе. Из-за мусора на лестничной клетке, У нас внештатная ситуация. на месте, которое указал дальнобойщик, виден ведущий в лес след из грязи и крови. Ау, здесь кто-нибудь есть? Я это уже слышал. Напишите в комментариях, где. На поляне лежит женщина, над ней навис разъяренный мужчина и душит ее. Задание Ну и выполнено. шокера, конечно, в дурака дать раз. И женщина жива осталась, и все хорошо.
Ну что ж. Я думаю, мы можем уже его разрулить, это расследование, как вы думаете? Давайте, ладно, еще чуть-чуть я подожду. По стариночке. Задание выполнено. Омникс, мое почтение. Спасибо за донат. Спасибо за поддержку канала. Ветерана войны тоже задержали. И смена заканчивается. 250 тысяч долларов. Мне надо по бабкам срочно прибавить. Прям срочно. Потому что немного я отстаю по деньгам. Чуть-чуть. Пока все идет чики-бомбони. Пока что. Легкое головокружение, О, дед нажрался. Плохое поведение сына, ну, бывает, бывает. Дед просто взял, нажрался, говорит, извините, я не могу сегодня выйти на работу. Так, бабосики все пока гребем. Поступил новый вызов. Кража. Женщина сообщила. Я не раз пропадало нижнее белье. Подросток. Любитель занюхнуть трусы. Достойно. Достойное поколение растет. В закусочную ворвался наркоман, который, угрожая пистолетом... Я понял. Я все понял. Поступил новый вызов. Угроза разрывного. Молодая учительница в истерике сообщила, что один из учеников принес в школу петарду. Этот мальчик всегда был слишком серьезен для обычного ребенка. Сегодня, говорит, Ахмед заходил в класс, и я услышала, что в его рюкзаке что-то тикает. Я верю Ахмеду. Это вот эти ваши, блядь, стереотипы. Задание выполнено. Это вообще, ну, это вот ужасно вообще. Содомиты. Расследование. Так. Я прошу прощения, а кто там? Муди Армстронг. Где они у меня задействованы? Муди Армстронг. Поступил новый вызов. Подождите. Погнали. Поступил новый вызов. Подождите, говорю. Да что ж вы за люди, а? Нет. Ахмед. Не мог. Видоед, Лех, здорово, хорошего стрима. Может, будет свободная минутка глянуть игрушку Banner Saga. Отличнейшая игрушка, которую можно будет когда-нибудь поиграть. Их там, по-моему, несколько частей. Увидев полицию, подозреваемый схватил женщину, направил пистолет на страже закона. Выслушать требования. Бросает женщину, бежит. Задание выполнено. Ты что здесь? Два по косарю. Так, смотрим, что с Ахмедом. Поступил новый вызов. Задание выполнено. Новенькие часики Поступил Ахмед новый принес. вызов. Изнасилование. Тренер стал приставать к клиентке на индивидуальных занятиях и получил... Ой, боже, блядь. Взлом с Подождите. С взломами. Есть какое-нибудь маленькое задание? Вот. Давай. Взлом с пожилым проникновением. Джон Уитман очень медленным голосом сообщил, что к нему в окно пытались пролезть 10 мужчин. Все, дальше можете не продолжать, все хорошо. Угроза разрывного. В фойе школы ученики нашли странный сверток, в котором лежали какие-то колбы, соединенные проводами и трубками. Вот это вот, скорее всего, оно.
В окно, говорит, ко мне в окно залезает 10 мужчин. Поступил новый вызов. Кого, блядь? Дядя Петя, Задание выполнено. ты дурак? Ох, блядь. В салон зашел недовольный клиент с бейсбольной битой и начал крушить автомобили. Все. Тут тоже, в принципе, ну, все предельно понятно и ясно. 10, говорит, нештатная мужчин ситуация. в латексных костюмах. Увидев полицию, мистер Нелсон отпустил девушку и стал пятиться к раздевалке, говоря, все в порядке, мы просто дурачились. Ты, отец, успокойся. Тренер бросается к своей сумке, достает оттуда пистолет. Задание За что выполнено. получает фейс из шокера. Быдло. Я тебе сейчас... У нас внештатная ситуация. Женщина продолжает лупить мальчика, который потерял сознание. Оттащить Задание дуру выполнено. сразу же. Задание выполнено. А в школе-то реально оказалась взрывчатка. Вот я бы сейчас не поехал. Поступил новый вызов. Охранение. Там что-то серьезное может быть вот здесь. Ждем возвращения смены. Ой-ой-ой. Поступил новый вызов. Ребятушки, давайте, приезжаем все. На кладбище Лори Клаус сообщила, что кто-то убил ее мужа. Я его только что закопала в землю, вы понимаете? Че, я не понимаю, ты конченая вообще, что ли? Поступило анонимное сообщение: в подсовке кофейни хранится кокаин. Добрый, как говорится, вечерок. Меня интересует, вот где подкрепление нужно было. Что там сейчас Поступил будет? новый вызов. Драка в ночном клубе. Два парня, пытавшиеся пройти в ночной клуб, не поделили место в очереди, устроили драку. Охрана, в принципе, вмешиваться не собирается. Уезжаем, ёпта. Я думаю, что с кафе будет фейк. Допустим. Как вы думаете, с кафе фейк или нет? Задание выполнено. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Нет. В главном зале кофейни ничего подозрительного. Парочки сидят за столиком, мирно болтают, официанты стоят. За стойкой стоит мускулистый бармен. А ну-ка, отец, Поступил новый вызов. подсобочку, да? Бармен швыряет копа в кофейник, выхватывает с по стойке пистолет. Перевернуть стол Задание и выполнено. спрятаться за ним. Что, дурак? Думала, я с тобой в перестрелочку вступать буду. Сразу стол переворачиваем. Сюда. Сюда. Баба закопала У мужика. нас внештатная ситуация. Один из участников драки, которые не поделили вход в клуб, выхватил бутылку с пивом. Наблюдавший мужчина разбил ее о стену, вооружился осколком. Выстрел в воздух. Задержанный ударил полицейского и пытается сбежать. Задание выполнено. За что получает шокером в очко. Убийство. Алинда Хилл сообщила, что ее соседка Тамара поругалась с супругом во время ужина, схватила кухонный нож. Я понял. Поступил новый вызов. Бытовуха пошла. Нападение с применением огнестрела в гетто — это вообще не шутки. Можно оттуда не приехать. А ну-ка, 6 молодых людей пинали мяч, разбили витрину магазина. Продавца, который вышел разбираться с хулиганом, мужчина избили. Все, я понял. В гетто поедем, ребята, полным звездным составом.
Пока все идет на мази, но где-то одна ошибка моя Поступил новый вызов. может всю смену просто снести. Нарушение общественного порядка. 2 иностранца пьют спиртное на лавочке в парке и громко поют песни по-болгарски. Болгары? Прохожие им делают замечания, не показывают средний палец. Казалось бы. У нас внештатная ситуация. На кухне на полу лежит, ой-ой-ой, а рядом без сознания сидит женщина. Со спичечным коробком в руках стоит резкий запах газа. Открыть окно. Детский плач, дверь заперта. Задание выполнено. Сейчас бы могло 3 отлететь. Если бы я чуть-чуть промедлил, можно было бы это. Так, вот здесь вот уже пора. Значит так, расследование. Исчезновение типа. Жена. Мы задерживались с выплатами по ипотеке, но 2 недели назад Эрик получил большую премию. И мы все уладили. Кажется, муж очень нервничал из-за свалившихся на него денег, переживая, что кто-то на работе из зависти решит ограбить нас. У них там работает много бывших заключенных. Брат. У Эрика были серьезные финансовые проблемы. Недели 3 назад попросил денег в долг. Брат. Но я сам еле-еле свожу концы с концами. Брат бабок не дал. Эрик расплакался и сказал, что ему придется обратиться к каким-то людям, которых он презирает. Коллега, после того, как пару дней назад Эрик подцапался с начальством, он был сам не свой. Подцапался с начальством. Пытался у всех одолжить денег, часто ругался. Секретарь недавно подслушала телефонный разговор Эрика, из которого могла разобрать только обрывки. Следующая встреча с этими близняшками станет для меня последней. Это будет сладкая ночь. Содержимое мусорной корзины Эрика на работе. Чек из Эдди Бургерс. Вижу Эдди Бургерс. Приумножьте свой капитал за 5 простых шагов. Документы с цифрами. Пустой конверт с печатью. Уведомления о выселении. И реклама интимных услуг. Здесь будет сложно. Delay of payment и movie out. Если бы я знал перевод вот этих двух. Move out, наверное, увольнение, да? Move out выселение, значит нам move out нужно. Немного смысловую цепочку не пойму. Мы задерживались с выплатами по ипотеке. Давайте включаем мозг. Да?
Но 2 недели назад Эрик получил большую премию, и мы все уладили. Выплатами по ипотеке. Значит, Movie Out приходило им. Эрик получил большую премию, и мы все уладили. Может быть, грабеж, или все-таки он в дрочильню пошел? Movie Out. Ну да, что-то похоже на это. Много заключенных. Обратиться к людям, которых он презирает. Это не брат. Я думаю, что вот он взял бабки у кого-то. Блять, или нет? Бургерная она вот одна. Значит, это не вот это, скорее всего. Пытался одолжить денег у всех. Пытался, но не взял. На работе. Значит, вот он с братом встретился. Рекламу интимных услуг. Я так думаю, что он взял бабок. Что-то вот с этим вот, ребят. Что-то здесь, блядь, лишнее. Приумножьте свой капитал. Приумножьте свой капитал. Он мог взять, да, типа у людей, у которых он ненавидел. Допустим, ему пришла херня, он взял бабки у них. Вот он стоит с херней. Взял, пошел. Нет. Что-то вот где-то... Следующая встреча с этими близняшками станет для меня последней. Это будет сладкая ночь. Сука. Но близняшками здесь в кавычках. Понимаешь?
Запутанная. Им пришла говно. Он обратился к брату. Брат отказал. Дальше он обратился к людям, которые ему отказали в свою очередь. Раз, два. Не срастается. Не то. Что-то где-то, блядь, близко, но непонятно. Понимаешь? Непонятно. То есть где-то оно рядышком все гуляет. Тут понимаешь, что то, что заключенные и близняшки в кавычках, я думаю, что вот они. Но он, понимаешь, он бесследно пропал. Блядь, тут все, ну, все идет к тому, что он просто вот. Возможно, кадров не хватает. Давайте пока что... Пока не знаю. Пока что. Пока, ребята, не знаю. Под вопросом. Если он от близнецов пошел в отель, тогда, понимаешь, слишком мало кадров. Тут вот интересно. Под вопросом. Задание выполнено. Так, день закончился. 100-й день. Интересно. Изжога, сидим на работе. Дед устал, бабка устала, да. Лычке жалко, что перси еще нельзя дать. Я бы вот именно ему-то и дал. Вот так вот сделаем, да. А что будет дальше, я думаю, узнаешь в следующих сериях. Так что ставь лайк, подписывайся на канал. Я здесь на чиличах, так знаешь, отдыхаю. Так что давайте, ребята, встретимся. Удачи всем.